Привет, дорогие друзья! Беспилотники для добровольческих формирований в Украине закупаются прямо из Москвы. Я, возможно, не имел бы ничего против этого, во всяком случае, не заметил бы. Хотя это не моя история. Никогда я не помогал тем, что может убивать. Одно дело помогать продуктами, водой, средствами защиты, но не тем, что убивает. Это моя позиция, я никого не призываю следовать ей. Для меня, что те люди. И для меня, ненормальное убийство в любом случае. Так вот, я, возможно, не обратил бы на это внимание, но я обратил, потому что таким образом закупать беспилотники неправильно, я считаю. В этом видео я публикую все доказательства, фактические доказательства тому, что эти беспилотники для добровольческих подразделений, те беспилотники, которые сбрасывают гранаты на российских солдат, покупаются прямо из Москвы. Есть в этом такая ирония войны. Начнем издалека, откуда все началось. В свое время я рассказал про криптоаферу, которая была совершена гражданином Российской Федерации Луневым Петром Андреевичем. Сейчас он скрывается от правосудия в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. После того, как я начал говорить об этой афере, понеслись заказухи в российских средствах массовой информации и в телеграм-каналах. В частности, этим занимается Фонтанка, это питерское издание. И телеграм-каналы, там был Шот, был еще ряд каких-то телеграм-каналов, таких не очень значимых, некоторые значимые, некоторые не очень значимые. Но, судя по комментариям, люди поняли, что это откровенные заказухи. Как будто бы я поджигаю двери в Российской Федерации и так далее. То есть бред сивой кобылы. Для того, чтобы отбиваться от обвинений в мошенничестве, а он обманул людей из Украины, из России, из Европы в том числе. Этот человек нанимает черного пиар-менеджера, как он считает, на самом деле безработную гражданку Российской Федерации, которая везде при любом удобном случае вспоминает меня. Этот человек, сидящий в Испании по фамилии Шарии, призывал к убийству нашего президента, оскорблял нашу власть, угрожал людям, вымогал у приличных, хороших людей, занимающихся благотворительностью, которых грех даже тронуть пальцем. Просто если бы обратили внимание, чем ребята занимаются, кого он поджигает и кого он расстреливает из автомата Калашникова, чьи квартиры. Как видите, я еще и расстреливаю из автомата Калашникова. Я не знаю, те, которые выходили в эфир, они вообще в курсе, о чем или о ком она говорит, но тем не менее кивают. Причем информацию про меня вставляли куда угодно. По договоренности вставляли даже на телеканал «Матч». Это там, где про футбол говорят. Есть один такой блогер украинский, который проживает в Испании, зовут его Анатолий Шарий, который пользуется полной индульгенцией в нашей стране, практически на любые поступки, к сожалению, так. И в итоге у нас 30 поджогов, 3 моих, включая мои. Дважды в Москве подожгли, а единожды подожгли. Я очень сильно сомневаюсь, что ведущий телеканала «Матч» не знает, что это заказуха. Я очень сильно сомневаюсь, что он сам не получил денег за то, что вразрез с темой передачи вдруг начали говорить про Шария ни к селу, ни к городу. Однако заказчик, по всей видимости, оставался довольным, но попросил размещать заказухи, эти на меня не действуют, за пределами Российской Федерации. Смотри, только это out the record, да? Я знаю очень хорошо людей, которые занимаются непосредственно заказами всяческих статей в иностранных средствах массовой информации из России. Как мне сказали, в таком СМИ публикация стоит порядка 25 тысяч евро. И я непосредственно работаю с людьми, которые занимаются заказом этих заметок. Суть в том, что, знаешь, ряд заметок гораздо более правдоподобно и презентабельно выглядит, если они вышли где-то там, а потом это перепечатывают наши РИА Новости, к примеру. Ты понимаешь. 25 штук баксов. По поводу конкретного заказа я все еще жду инфы. Как вы понимаете, out the record, она имела в виду вне записи, пытаясь сказать это на английском, не получилось. И это аудиосообщение попало к нам. После этого с Украины ей предложили размещение. Здесь вот эта тупейшая заказушка выйдет. Заробитчане лайф. Сейчас у нас четверг.
15-28. Давайте еще раз почитаем. Барышня абсолютно плавающая в теме средств массовой информации, в теме пиара, в теме всего, но ей платят деньги. Поэтому надо размещаться. Эта информация, конечно, попадает ко мне. Такой, вот это вот у нас заказушка, которую заказали украинские СМИ из России. Пусть вас не смущає, то що тут на Росію з маленької літери. Хто б міг подумати, що це заказ йде із Російської Федерації. Вот это вот заказывают для того, чтобы разместить на очень значимых ресурсах. Все, дуже сподіваємося. Психопат Шарій, там це погрожує людям, то. А на самом-то деле это заказушка. Должны ее будут перепечатать. И так. Перепечатать. И все, сейчас я вам покажу время. Вот у меня она 15:29, 1 февраля. Классная заставка. Первая же заказуха вышла через 2 дня после того, как у меня появилась информация о том, что они будут размещать. Появилась на абсолютно кринжовом сайте однодневки. Alto. Я не знаю, это связано может быть с телефонией или с авто, но фишка в том, что, конечно, никто не знает, что это за сайт. Но здесь размещена та самая статья, которую они готовили изначально, где они афериста называют членом международного благотворительного криптосообщества. Они на благотворители на 12 миллионов долларов. Ну, если что. Так, проверяем сайты, на которых оно должно выйти. У меня они открыты, оставались на рабочем столе. В Crane. Это очень кринжовые сайты. И если вы обратили внимание, то на всех на них одинаковые статьи. То есть это как один сайт, только размноженный. Но для вот таких вот черных пиар-менеджеров, начинающих, это вполне пойдет. И украинские, я так понимаю, аферисты решили продать размещение за 10 тысяч долларов. Долгое время у меня они были открыты на рабочем столе с 1 числа. И вот 3 числа, наконец-то, обновляем этот сайт и видим, есть. Появляется материал про меня. Со ссылкой уже на Alto, на то самое Alto. Вот. Через 13 минут мы уже посмотрели его на Facebook. Разумеется, я этот сайт не знаю, как и 101% жителей Украины. Просто я знал, что на нем будет заказ. И за него оплачено. Так, друзья, продолжаем наблюдать, обновляем. Есть! Есть! Вышел выдатный материал. Добре. Так, за материалами Alto. То есть они ссылаются друг на друга. А вот материал Alto. И натурально, как это всегда происходит, для таких самых маленьких, да, они ссылаются друг на друга. То есть появляется на каком-то сайте вонючки, потом сайт другая вонючка ссылается на тот, а потом уже в конечном итоге пишут по материалам украинской прессы. В Crane. Анатолий Шарий. Есть. Так, здесь. Есть! Вышло. За 10 тысяч долларов этот суперматериал был размещен на суперважных ресурсах. В частности, Alto и Facebook Alto. Заробітчани Украины, это не шутка. Он там до сих пор. Александр Удовенко, я не знаю, кто это, но у него тоже вышел материал. World Media. Попильня. И еще один... Вот Киевский район почему-то. Но это все пустое. Самое главное, что материал вышел на сайте Патриот. Итак, сайт Патриот, вернее даже газета Патриот. Шарий занялся вымоганием. И вот здесь вот разместили. Это посчитали они козирное размещение. Ну теперь давайте прочтем, что там сказано внизу. Зазначимо, що дане розслідування було повністю профінансовано непублічними прихильниками України. И все полученные деньги за этот материал до копейки перечислены на ВСУ. Далее я вам предоставляю скрины переписок с заказчицей, вот с этой вот женщиной Реутовой, которая заказывает материал, и сначала она отправляет биткоин. Это также можно перепроверить, хотя, скорее всего, этот биткоин был отправлен через обменник. Я не знаю, пусть проверяют органы, которым за это платят зарплату. А вот дальше у них происходит плохое.
Они не могут отправить деньги по биткоину и начинают отправлять деньги со своих личных карт. Своих карт. При этом сообщают, что у них проблема, и поэтому они будут переправлять позже. Если не получится, то придется идти в банк с паспортом, но это уже завтра. За ночь не факт, что получится. Лучше завтра в течение дня. Сейчас на линии с банком ждем, разблокируют ли карту. Им заблокировали карту, поэтому переводы на помощь ВСУ немножко застопорились. Но потом разблокировали. Итак, я предоставляю номер карты МИР отправителя. Заканчивается на 8412. Отправлена была код терминала 122 927 3 февраля 16:36. То есть вы видите 4 февраля 15:24 с той же карты. 3 февраля 17:26 та же карта. 3 февраля 22:12 та же карта МИР 84:12 окончание. 4 февраля 14:14 та же карта МИР 84:12. Но тот, кто отправил эти средства, я также думаю, что это небольшая проблема для соответствующих органов узнать, кто отправил эти средства. В течение ближайших 2 дней я буду знать владельца карты, ну вы, наверное, сами уже догадались. А теперь получатель средств. Союз ветеранов добровольцев, это им принадлежит вот этот вот ресурс «Патріоти». Шановна громада, ми зробили нове розслідування про російського пропагандиста Анатолія Шарія, якого СБУ звинувачує у державній зраді та роботі на Росію. Прошу поширити наше нове розслідування. Та, користуючись з нагоди, хочу подякувати всім прихильникам та прихильницям України, справжнім патріотам, які знаходяться в лігві ворога, допомагають коштами та надають цінну інформацію для подальших розслідувань. Всі кошти, отримані за проведення розслідування, та кошти, які будуть отримані в подальшому, будуть перераховані на потреби ЗСУ. Мы працюємо на спільну перемогу. Слава Украине! Двух мнений быть не может. Деньги отправлены на поддержку вооруженных сил Украины, вооруженных формирований, которые действуют, которые воюют с Российской Федерацией. Далее мы читаем комментарии, здесь на него накатываются за то, что зачем он это делает, потому что это криптоаферисты. На самом деле он объясняет, вот Евгений СВД. Так, деньги точно не от криптокрысы. Нам девушка Полина Ретова, он ее называет, с нами. Она типа меня давно мочит и денег подбрасывает. На 3 штуки битка прислала. Мы эту статью немножко прорекламируем. И хлопцам на гуляй-поле передаем дроны. Сходу 2 уже взяли. Наши люди везде, сообщает он. Ну и здесь уже поддерживают ее, передают ей привет от ВСУ. Спасибо большое за поддержку вооруженных сил Украины. Респект девушке. И приветы с фронта. Мне пофиг, кто шлет на ЗСУ. Хоть даже Газпром. Нам тоже пофиг, в принципе. Шлите дальше и укрепляйте обороноспособность Украины. Далее идут обсуждения следующих заказов. Нам бы BBC и РС. РС это Радио Свобода. Этот предлагает ей Литву. Она пишет, что вот Польшу мы уже договорились. Мысль польска. Материал выходит на мысль польска. Смотрим, на что они ссылаются. Украинские СМИ. Здесь они видят From.ua, это чистая помойка, размещающая заказухи. А From.ua со своей стороны ссылается на газету Патриот. В принципе, как мы и думали. Далее, на что еще они ссылаются? Вот здесь вот какое-то интервью. Нажимаем. Да, Киевский регион. Вы видели и Facebook этого Киевского региона. Мы еще подумали, а при чем тут Киевский регион? Вот такой вот заказушный материал выходит в польском средстве массовой информации. Мне рассказывают, что там такое себе средство массовой информации. Но тем не менее, Польша, получается, публикует нечто за деньги из Москвы, ссылаясь при этом на материалы украинских добровольцев. Окей. Но тут возникает вопрос даже у того, кто размещает с украинской стороны. Не хватает фактажа. Почему именно Шарий? То есть ситуация ясна участникам, но как читателю объяснить? Ну то есть не может понять, в чем тут дело и каким образом к этому Шарий. Но это отлично понимает Радио Свобода. Сначала я не поверил своим глазам, когда мне пришло сообщение, письмо от Радио Свобода. И они написали: мы пишем текст о поджогах покрышек в Петербурге, которые произошли у людей, связанные с Петром Луневым. Сам Лунев и его родные уверяют, что за этими поджогами стоите вы.
Я не веря в то, что это может быть реально Радио Свобода, что они купили Радио Свобода, цифры они озвучивали 25 тысяч долларов. Я пишу, напишите мне с рабочей почты, с корпоративной почты. Также я начинаю искать автора. Вот я его нахожу, Виктор Овсюков. Мне его лицо ни о чем не говорит, а вот некоторые фотографии уже говорят о многом. Вот он с Навальным, вот он в «Эхо Москвы». Короче, это некий оппозиционный журналист. Но как же так? Оппозиционный журналист берет деньги за размещение на Радио Свобода от барышни, которая постоянно славит Путина и призывает убивать хохлов. Что-то здесь не так, наверное. Да им плевать на самом деле, им главное деньги. И вот, оказывается, он работал в открытых медиа и потом спрашивал предложение о работе. Далее я узнал, что владелец оппозиционного канала Ротонда это тоже он. Он регулярно сообщает о том, что у него взламывают его соцсети. У него соцсети очень важны. Тогда я перешел на этот телеграм-канал Ротонда. И боже, что же я там узрел? Я там увидел, что в Петербурге за 2,5 месяца 15 раз поджигали покрышки. И, конечно же, это связывают с шарием. С кем еще это можно связать? В России-то ничего больше без шария не происходит. А после этого мне приходит письмо с корпоративной почты Радио Свобода. То есть это на самом деле Радио Свобода. Я им отвечаю, что я думаю о них. И что они взялись за такую грязную заказуху, что дальше некуда. После этого я в своем криптоканале написал всем людям, которые попали на этой криптоафере, написать им письма. Я думаю, они получили не 100 писем. А после этого я наблюдаю на Радио Свобода заказной материал о себе. В Петербурге 19 человек обвиняют в поджогах покрышек. И здесь написано, что именно на шария указал отец Лунева, когда у его двери загорелась покрышка. И после этого оппозиционный ресурс ссылается на РИА Новости, которые в свою очередь ссылаются на Фонтанку, которая в свою очередь ссылалась ни на что. Так рождается заказуха. Но это пустое. С Радио Свобода, допустим, и с их качественной журналистикой все понятно. Они называются Север Реалии. Объясняют мне люди, что к Петербургу они отношения никакого не имеют, находятся в Чехии, тем не менее размещают вот такого рода заказухи. Я не знаю, знают ли люди, спонсирующие Радио Свобода, в частности из Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, о том, что их подопечные принимают за деньги заказухи. Скорее всего, они с кураторами не делятся. Но это, опять повторю, пустое. Главное то, что гражданка Российской Федерации Реутова Полина Сергеевна, обожающая Путина и там все такое, выступающая за Владимира Владимировича даже на Матч ТВ. Как наш президент сказал, что это борьба именно с победителями. Заказала убийство российских солдат. Я призываю проверить те скрины, которые я публикую, те отправки средств, и проверить, кто их отправил и кому их отправил. А после этого, в принципе, наверное, дело техники. Когда вы будете смотреть очередное видео с тем, как дрон сбросил гранату на очередного российского солдата, ему оторвало ноги, руки, и он долго умирает, знайте, кто заказывает эти дроны. 2 из них, я думаю, сегодня уже на фронте. Я со своей стороны буду внимательно наблюдать, как закончится эта история. Но знаете, это не дело сажать людей за слово на 14 лет и не сажать людей, которые покупают дроны, убивающие ваших же сограждан. У меня, наверное, все. Толь, я больше не могу, я хочу сдохнуть. Я в истерике реально уже несколько дней. Я пыталась держаться, но я больше не могу. Я не могу с собой совладать, мне уже ничего не помогает вообще. Я не знаю, что мне делать. Я впервые в жизни думаю о том, что я хочу реально сдохнуть. И я сейчас себя еле сдерживаю, чтобы не выйти с 16-го этажа. Прости, но...